Любовь, процветание, сакральный смысл многих верований, непоколебимая преданность и защита, ДНК этого минерала. Приветствую всех у себя на канале, и ребята, хочу вам сказать, что каждый раз готовлю для вас тему и не знаю, как пойдет распаковка, потому что всплывает очень много новых инсайтов, информации, которую уже имела, и плюс в моменте все это тоже начинает резонировать с пространством. Поэтому это все начинаешь анализировать, еще нужно как-то и вам все это выдать, показать. В общем, в итоге приходится отбирать материал, фильтровать, а потом понимаешь, что надо выпускать, то есть слепить все в течение 24 часов. Но это того стоит, чтобы продолжать создавать данный контент, потому что как вы реагируете, цените и делитесь вашими историями в комментариях, ребята, это так приятно. Порой даже не верится, что, запустив этот проект с нуля, я нашла поддержку, вашу поддержку, маленькие и очень ценные для меня результаты. В общем, я вас всех благодарю за лайки, за подписку, каждый комментарий и тем, как вы делитесь этим каналом. Касаемо сегодняшней темы, скажу только одно. Этот камень ждал своего часа очень-очень долго. Все никак, не время. Видимо, нужно было раскрыть сначала тему Сердолика с Архангелом Михаилом, что ли, знаете, пропустить вперед. В общем, всему свое время. Сегодня мы поговорим с вами о гранате, о его истории, где, кто, как и зачем использовал, его связь с мистикой и отождествлением с красной магией. Распакуем одного из моих любимых актеров, который покажет нам связь вибрации самого имени и слова. И все, как обычно, в связке с Таро, нумерологией, моими интерпретациями личными. И, собственно, приведу примеры также из практики. В общем, будет интересно. Я надеюсь и очень хочу, чтобы вам это было полезно. Поэтому присаживайтесь поудобнее и начнем. Гранат, известный как один из древнейших плодов, имеет богатую историю, насчитывающую более 4000 лет. Поистине считается королевским фруктом из-за его глубокой символики и исторической значимости. Фрукт, конечно, фруктом, но и сам камень не менее символичен. Само название гранат ввел алхимик Альберт Магнус в 1270 году. И тут сразу во мне проснулся, что ли, алхимик, как обычно, я уже начала считать. Мы можем посмотреть, сложив 1, 2 и 7, мы увидим десяточку. То есть, по сути, десятка же у нас колесо фортуны, которое не только о ней ведает, о этой фортуне, как принято считать классически, это как раз о том, что все циклично и традиции, старые знания передаются через души, которые их поднимают, обновляют, вводят в систему. Тот же Эйнштейн, Королев, Гагарин, Менделеев, в общем, знатные личности эпох, и такие есть, были и будут на всех уровнях разных социальных ниш. Что, собственно, и сделал Альберт, проводя канал из античных знаний, создав просто зацепочку, дав имя этому минералу, по сути, за название которого человечество цепляется и продолжает прописывать, изучать, использовать, распаковывать знания, которые нарабатывались еще древними цивилизациями, в которых, кстати, могли быть и вы одним из жрецов, может быть, алхимиком или просто человеком в той или иной мере несущим какие-то знания определенного периода времени. Это как в роду, в котором мы рождаемся. В крови у всех предков присутствует информация, мы ее можем называть ДНК. Если уже смотреть, с точки зрения прям медицины, физики, химии, в общем, всех этих, научных инстанций. Но с эзотерической стороны, то, что каждый человек в крови носит определенного уровня информацию, заложенную родом, это тоже факт с точки зрения именно магического контекста. Так вот, кто-то определенные знания активирует, тем самым начинает работать с родом, развиваться, развивать его или даже поднимать его в какой-то степени из кармических негативных программ.
с тем, что, в общем, предки там наработали и что заработали. Такие часто люди становятся главными рода, можем слышать проводниками определенные силы родовой, знаний, традиций. Кстати, гранат очень часто и ассоциируется вот именно с кровью, иммунитетом, муладхарой чакрой. Она же и отображает то, как мы себя чувствуем, стойко и уверенно, на какие принципы, устои опираемся и, в общем, да, как стоим. В общем говоря, гранат имеет богатую историю, восходящую к древним цивилизациям, использованная в архитектуре не только тех времен. Первые образцы были найдены в египетских пирамидах и храмах Древней Греции, где его использовали для украшений в различных ритуалах, испытаниях, символизируя любовь, верность и защиту. В Древнем Египте гранат считался амулетом, защищающим от злых духов и болезней, а также символом жизни и возрождения. В Греции он уже ассоциировался с богом Дионисом, считаясь источником любви и бессмертия. Его дарили там в знак привязанности. Но тут, конечно, тоже нужно быть осторожно, привязанности могут быть разные. Вот в Монголии, например, гранат воспринимался как кровь дракона, придавая владельцу силу и власть. Вот как раз энергии силы дракона мы же все очень и даже хорошо сейчас ощущаем в этом году. Но от него же, от этого дракошки, да, мы проходим и испытания на использование ресурса силы, который он дает, которая есть в каждом из нас. Кстати, я об этом говорила, где-то даже предупреждала, давала свои личные маленькие подсказочки в своем самом первом видео этого года. И оно, кстати, даже было вот именно стартовым видео моего проекта на этом канале. Поэтому, ребят, если не смотрели, посмотрите, все-таки год еще у нас не закончился, а энергии бурлят. Может, вам будет полезно. По сути, эти поверья подчеркивают важность граната как символа связи между людьми и их защитой, ценностями, в плане именно чувств, эмоций. Гранаты играли важную роль в древнеегипетской архитектуре и символике. Они украшали колонны, включая колонны в храме Соломона, символизируя плодородие и благословение. В Александрии находится Помпеева колонна, выполненная из красного гранита, воздвинутая в честь императора Диоклетиана. Гранат также ассоциируется с надеждой и изобилием, что подчеркивает его значимость в религиозных и культурных контекстах Древнего Египта. В масонской архитектуре гранат, например, украшает колонны, символизируя переход и инициацию, связывая, значит, такое, знаете, как земное с высшим. Тот же цветок граната в том же масонстве символизирует единство и сплоченность. Касаемо римской архитектуры, гранат использовался как декоративный элемент, используя плодородие и бессмертие. Он часто, кстати, встречается в мозаиках и рельефах, особенно в христианских церквях, где именно олицетворяет воскресение Христово. Например, в церкви Святой Констанции в Риме гранат изображен вместе с другими символами, подчеркивающими именно духовную значимость. Этот мотив также отражает переход от языческих к христианским традициям, где гранат стал символом единства и соборности в церкви. Присутствие символики граната можно, конечно, наблюдать также на фресках, гербах и даже Мадонну с гранатом, которая является частью картины Боттичелли в 1487 году. Тут же мы можем также и увидеть связь, например, Гранада. Город на юге Испании, он имеет в своей символике расколотый плод гранаты, который олицетворяет солнце и жизнь. По сути, Гранада отождествляется самой вибрацией данного камня. То есть, казалось бы, одно и то же имя, одно и то же корень, скажем так, слова, но в разных направлениях, в разных религиях, в разных структурах имеет один и тот же контекст. И это еще раз подтверждает некую взаимосвязь. Осознанную или нет, не имеет роли. А то, к чему я хочу привести вас, к тому, что вибрация слова, имени, прописанная в названии чего-то или кого-то, имеет прямую связь
и прямую программу того, что оно должно нести, как оно должно ретранслироваться, естественно, не забывая, что у нас есть с вами существует такая дуальность. После древних гранат продолжал использоваться средневековыми рыцарями, например, тамплиерами, которые носили перстни с гранатом, веря, что этот камень приносит удачу и защиту в битвах. Минерал считался мощным амулетом, способным оберегать от ранений и болезней, а также помогать в возвращении домой после походов, что было очень актуально для тех времен. Его яркий цвет ассоциировался с энергией и страстью, что делало гранат символом храбрости и верности. Кроме того, камень использовался еще как талисман для путешественников, освещая путь и защищая от опасности. В те же средние века гранат использовался и в ритуалах дружбы и любви, благодаря своим символическим значениям. Считалось, что обмен гранатами укрепляет дружеские связи и предвещает встречу в будущем. Причем неважно, это камень или сам фрукт. Здесь же я хотела бы поделиться чисто своим опытом из практики, как люблю всегда вам приводить примеры по факту с тем, с чем сталкивалась сама. Но это индивидуальный, скажем так, случай. Так, в общем, случай был такой, когда одна девушка подарила этот камень, гранат, парню, который ей был симпатичен как друг. Дело было бы все хорошо, если бы еще этот камушек она ему не подарила в день солнцестояния. Дарила, естественно, от души, сказав, что он ему поможет справиться со своими переживаниями, которые тогда же он с ней и ними и поделился. По факту, вследствие так и произошло. Так сложилось по обстоятельствам, что они больше, конечно, не виделись никогда, но при этом этой девушке он постоянно снился. Это не был какой-то приворот с ее стороны или конкретное магическое действие. История была намного глубже и парадоксальной. Там сформировался канал, по которому у них пошла кармическая отработка. Когда мы начинали работать и разбираться с этой девушкой, а дело это длилось не 1 месяц, и происходящее тоже было сумбурным. Вследствие мы потом узнали, точнее она узнала, что он каким-то образом устроил и наладил свою жизнь, избавился от некоторых привычек, нашел достойную пару, работу и счастлив, собственно, там, где был. Камень, по сути, что сделал? Он отработал программу и оборвалась связь. Он перестал этой девушке сниться, молодой человек, и события начали проигрываться по-другому. Разбирая данную историю, я обнаружила крепкую связь девушки и парня именно по прошлым воплощениям. Это был один из ее кармических партнеров, с которыми она таким образом прошла урок. Сила помысла ею неосознанного еще и в солнцестоянии, просто подарив камушек, сам по себе сработал, как мы называем, неосознанный ритуал и в энергетически сильный день. Получилось у нее так по причине еще того, что сама девушка имела способности и на уровне подсознания имела уже знания, не будучи еще практиком. Да и сама связь с душой парня имела глубокую связь. Вот вам и прошлое воплощение. Но вследствие вообще вот этой всей истории, этого случая, ее как раз и подтолкнул к собственному развитию, чему я была очень рада. Вот вам и гранат, вот реальная история, закончившаяся благополучно с данным кармическим уроком, экзаменом, который, по сути, как мы уже поняли вследствие, по многим ее воплощениям преследовал, ну и каким-то образом, влиял. Ту же параллель с гранатом мы можем провести, например, казалось бы, с точки зрения древнегреческой мифологии, особенно в мифе о Персефоне, часто ассоциируемую с красной магией, как и многие другие, по сути, мифы, и их дуальность, я бы даже сказала. Она была похищена Аидом, который предложил ей гранат, чтобы закрепить их союз. Съев 6 зерен граната, она обрекла себя на полугодовое пребывание в подземном мире, что символизирует смену времени года. А теперь давайте зацепимся за шестерку. 6 зерен также отображают старший аркан влюбленные и суть магии выбора любви. По любви или заставить любить. Принцип карты «Сделай выбор в сторону души»
а не тело. Или же будь с тем, кого любишь ты, и кто тебе взамен отдает эту любовь, не ходя окольными путями. А тут съешь 6 зернышек и будешь со мной. Что это? Привязка, ритуал или просто банальность любви? Мифы же тоже не просто так создавались, их нужно понимать. А понимает человек их с точки зрения своего личного, собственного, индивидуального восприятия. Та же история с Адамом и Евой, и, кстати, змеей, да, которая искусила яблочко, только вот история здесь зашифрована как палка с двумя концами. С одной стороны, проблема может быть не в змее, она вообще, может, сидела на дереве, отдыхала, пересчитывала яблочки или там проходила свой какой-то урок мудрости. Это я, конечно, утрирую, но все же. Суть этих аллегорий о том, что выбор человека создает результат его действий. В этом и вся прелесть вот именно вот этого старшего аркана влюбленные. А он отображает наши отношения, связи и понятие любви. Любовь там, где она отзывается душой по зову сердца, но не телом. А тело – это уже дополнительная опция удовольствия в связке с любовью. Нумерология тоже, кстати, говорит о том же. Шестерка символизирует, опять же таки, любовь, семейные связи и гармонию. Она ассоциируется с планетой Венера. И если мы напишем Венера в таком контексте, то увидим пятерочку, иерофант, мудрость, законность отношений. И причем баланс, выбор двоих, где третьему нету места. Та же Венера только не планета, а богиня. Упоминается и в религии древнего мира, где вот как раз гранат и имел значительное символическое значение и ассоциировался именно с этой богиней любви и красоты, а также еще с богиней брака Юноной. Поэтому гранатовое яблочко, гранат, часто изображалось в руках этих богинь, символизируя именно плодородие и супружество. В чакровой практике этот минерал ассоциируется с несколькими чакрами. В первую очередь с корневой чакрой Муладхара, о которой я упоминала еще в начале. Красный гранат помогает разблокировать эту чакру, устраняя чувство незащищенности и страха, а также пробуждает всем известную энергию кундалини. Существуют, конечно, и другие цвета граната, такие, например, как оранжевый и зеленый, и они могут воздействовать на оранжевый, на сакральную, то есть вторую чакру Свадхистана, и сердечную, зеленую, чакра, соотносящаяся к анахате, соответственно, способствуя и эмоциональному равновесию и гармонии с точки зрения как творческой сексуальной энергии, так и нашей любовной энергии. И тут, если смотреть глубже, даже здесь есть связь с шестым арканом, сутью самого граната, как фрукты, так и камня, его дуальности и концепции отношений. То есть по зову души и сердца, ну то есть это когда сердце ваше, да, анахата, в общем, гармоничны с вашими гормонами и, собственно говоря, да, в отношении вашего партнера, и эти же самые отношения опираются на какие-то базовые принципы самой Муладхары. С чем пришли, как выросли и ваша собственная опора. Или же второй вариант карты – это выбор тела, в сторону тела. То есть, как бы понятное дело, что принципы базовые здесь совершенно другие. То есть, по второй чакре это сигнал на удовольствие, на четвертой это любовь совсем другого формата. Сказать, что плохо или хорошо, здесь я не хочу, не имею права, да и не буду, потому что в этом и заключается дуальность нашей жизни, дуальность граната, дуальность шестого старшего аркана. Выбирать именно как удобно каждому из тех, кто сталкивается, да, с каким-то собственным выбором. В один момент смотрю на слово «гранат» и понимаю, что мне не хватает какого-то пазлика для распаковки данного контента. И это состояние меня как-то удерживало определенное количество времени, но вдруг резкое озарение после того, как раз, когда я слышу фразу одного постороннего человека, говорящего с кем-то по телефону, такую фразу: «Это буква лишняя, убери».
Ну, собственно говоря, я начала смотреть, и я убрала одну букву из слова «гранат». И вот получился у меня грант. А слово-то ведь непростое. Во-первых, фамилия одного из моих любимых актеров. Во-вторых, сама фамилия несет вибрацию и программу качеств граната, что и повлияло, кстати, на его жизнь, и можно проследить это на примерах. И тут давайте будем распаковывать. Хью Грант – британский актер, родившийся 9.09.1960 года в Лондоне. Здесь, если мы начнем опять использовать наши расчеты, то мы выведем семерочку в дате рождения, соответствующая старшему аркану колесница, которая является некой такой дуальностью черного и белого, и управление, и нахождение, и умение управлять вот этим всем счастьем. Первая, смотрите, заметная роль Хью Гранта была в фильме «Моррис» в 1987 году. И здесь у нас опять складывается та же самая семерочка. И роль-то интересная у него была, потому что он сыграл как раз бисексуала. Вот эту двойственность, которую мы можем и здесь наблюдать. Эта работа принесла ему широкую известность и признание, включая Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Роль в «Моррис» стала важным шагом в его карьере, открыв двери к более значимым проектам. Но стал он известен благодаря своим ролям в 3 фильмах, таких как «4 свадьбы и похороны» 1994 года, и здесь мы выходим на 5. Известнейший и мной любимейший просто фильм, не знаю, нравится он вам или нет, ребят, напишите, но я просто обожаю этот фильм. Это Notting Hill 1999 года, и мы тут вырисовываем 10, колесо фортуны. И 3 фильм – это «Реальная любовь» выпуска 2003 года, который нам дает 5. Не могу не упустить также резонанс с датой его рождения и присутствие 3 девяток. И тех же 3 девяток, которые мы можем наблюдать как раз в фильме выпуска Notting Hill, который, по сути, как лично для меня, является вообще самым его лучшим начальным фильмом, который действительно его, скажем так, представил публике мирового, скажем так, видения. И здесь в этом можно найти даже некое подтверждение, что именно этот фильм сделал его судьбоносным в карьере этого актера, потому что 3 девяточки, во-первых, это какая-то цикличность, окончание цикличности, 9, а потом идет 10, которая по сути же у нас и колесо фортуны, по сути это же и единица как начало чего-то. Но если мы пойдем глубже, если мы 9 прибавим 9 и прибавим 9, мы получим с вами 27. А 27, знаете, это число, которое лично у меня ассоциируется с Архангелом Михаилом, потому что на самом деле, кстати, празднуют в конце каждого месяца 27 числа праздник Архангела Михаила. И тут, смотрите, я понимаю, что нужно, видимо, было пропустить информацию про сердолик, про Архангела Михаила, чтобы вот здесь был какой-то резонанс. С другой стороны, если вы 2 прибавите к 7, а это у нас будет 9, а 9 это еще раз показывает какую-то цикличность. И здесь тут прослеживается наглядный пример вот этих наших жизненных историй. Это ж сколько надо порой пройти, чтобы прийти к реальному счастью. Или повернуть правильно то самое колесо, чтобы не потерять или наоборот заметить это счастье. Я скажу вам даже, как заметить это счастье, через что нужно пройти. Если вы соедините цифры всех фильмов, 5, 10 и 5, то вы войдете в 20-й старший аркан. А это через очищение страшного суда. И его суть – это все-таки преобразование от низкочастотного человека, высокочастотного, от неразвивающегося в развивающегося. Это в понимании и умении делать правильный выбор. В общем, сам процесс похож как раз на алхимическое преобразование. В общем, с алхимика мы начали эту тему граната, алхимии, по сути, и завершаем.
Кому же все-таки подходит этот камень? Считается, что гранат это камень, опять-таки, воли, сильного характера, целеустремленности и страсти. И подходит он людям с таким же нравом. Поэтому очень часто данный камень является спутником именно как раз вот творческих деятелей, художников, музыкантов, поэтов, артистов, стилистов. Я, например, очень обожаю этот камень, у меня присутствует в разных моих украшениях. Что еще нужно знать? И он помогает людям отдаваться, скажем так, делу со всей страстью и душой. А вот безинициативным и ленивым людям украшения с гранатом лучше, конечно, не носить, так как считается, что он лишь эмоционально может вымотать такого человека и приведет его даже к нервному какому-то срыву. Также этот самоцвет – символ страсти и преданной любви и прекрасно подходит в качестве подарка, например, любимой женщине. Дамам гранат может прибавлять мудрости и спокойствия, а вот минерал, подаренный мужчине, может пробудить в нем нешуточные страсти и разжечь огонь любви, иногда даже, наверное, против его воли. По крайней мере, такие свойства прописываются этому магическому камню, и о его второй стороне дуальности, например, и шестого аркана, и мифологии я вам привела. И здесь я могу дать какие-то классические советы, могу дать и рассказать классику жанра, так сказать, которую вы можете найти об этом камне везде. Но мой проект он основан на том, чтобы больше поделиться какими-то классическими вещами, но в то же самое время базироваться на факты, на личный опыт и на то, что, может быть, вы не везде найдете, но, тем не менее, оно вам может помочь. Поэтому здесь, как совет, я бы вам посоветовала при выборе этого камня учитывайте, что он еще связан с планетой Марс и стихией огонь. И несмотря на все его прекрасные качества, вышесказанные мной, есть маленькие нюансы. Поэтому, девушкам, мой совет, вам не носить слишком долго камень, особенно если у вас, например, и так сильный характер, но при этом бойцовские энергии, потому что он может дать эффект терминатора. Встречала редко, но, конечно, бывает и такое. Если же вам не хватает, например, уверенности в себе, женственности, то, естественно, он может вам помочь, придаст, как говорится, огоньку, твердости, характера и, например, какой-то силы. С точки же зрения уже энергетики, я бы сказала, что избегайте постоянного ношения граната, так как это может привести к вашей физической, энергетической, скажем так, усталости. В общем, золотая середина – это носить гранат по случаям, доверившись вашим ощущениям и учитывая, естественно, информацию об этом камне. И я надеюсь, что информацию, которую я вам предоставила, она будет для вас не только базовой, но каким-то образом подручным таким средством для того, чтобы определить вашу связь с гранатом и его использованием. Рекомендую также делать перерывы и хранить камень в темном месте для восстановления его энергии. И в заключение, ребята, что я хочу вам сказать. Вы могли наблюдать в этом видео ситуацию, в которой я очень дала колоссально разностороннюю информацию, необычную, конечно, может быть, как показаться для кого-то, но тем не менее, что я хотела этим сказать? Давать классику я не хочу, потому что то, что мы читаем в интернете, то, что мы читаем, опять-таки, в ресурсах, которые доступны нам всем, это классика, она не объясняется, она просто как идет база. То, что я вам хотела показать, это расширить ваш кругозор, подготовить ваше сознание к тому, что ваша база может заключаться и решения, выборы, базируясь, опять-таки, на историю, базируясь на вот эти распаковки, базируясь на расширенную информацию, которая вам будет четко показывать, что из себя представляет гранат. Не просто написано мягкость, твердость, как носить и как использовать, а как это вообще вся энергия, как этот камень в течение столетий, веков, в разных ситуациях себя проявляет. И на базе этих знаний уже вырабатывать свой алгоритм использования данного камня. Поэтому я надеюсь, как всегда, что вам было, повторюсь, полезно. Пожалуйста, напишите вашу обратную связь, поделитесь вашими впечатлениями, расскажите, любите ли вы этот камень, какие, может быть, у вас были истории именно с этим минералом. Я буду очень и очень вам признательна, как и признательна тому,
как вы продолжаете поддерживать меня. Продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что даже в условиях YouTube это очень-очень важно. И не скрою, вы мне очень-очень этим помогаете. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Передавайте этот канал, а в остальном пусть у вас все будет хорошо, пусть ваш выбор всегда будет осознанным, всегда идти от сердца, потому что сердце вам подскажет, душа направит, а все остальное придет само собой. Всем любви, счастья, гармонии, благополучия и спокойствия. Пока-пока, ребят.